Всем привет, с вами Вика, и мы начинаем новое видео. Я обещала показать вам жилье, которое мы снимаем в Буэнос-Айресе, и сегодня наконец-то это случится. Я разобрала все вещи, прибралась как раз дома, то есть все сейчас находится как раз в идеальном состоянии, то, как нам и удобно будет пользоваться. Ну и в принципе мы докупили наконец-то какие-то вещи, которых нам не хватало, и сейчас покажу вам, как все это выглядит. Когда мы искали жилье, я очень хотела, чтобы у нас была отдельно спальня, отдельно как раз какая-то гостиная зона, чтобы было удобно, и потом уже, когда появится ребенок, чтобы, если что, можно было оставлять как раз ее в кроватке, вот, и немножко как-то, передохнуть в гостиной, когда она спит. Вот, посмотрим, будет ли это получаться, вот. Но в любом случае в плане пространства так гораздо комфортнее, нежели чем если бы мы снимали именно студию. Если вдруг нам придется находиться долго все-таки дома с ребенком, мне кажется, что именно в плане студии это будет как-то угнетать. Вот, а когда у тебя несколько комнат, все-таки попроще с этим. Вот, так что посмотрим, как будет в итоге. В плане района мы выбрали Палермо, и, на мой взгляд, это для нас идеальнейший район. Вот, я никак не нарадуюсь расположению как раз нашего жилья, потому что, на мой взгляд, очень удобно, что здесь рядом и парки, и магазины. В общем, все прям вот в такой пешей доступности, рядышком. Ну и плюс мы успели походить по городу, посмотреть и другие какие-то райончики. Вот, и могу сказать, что мне здесь пока что больше всего нравится. Вот. Так что лично для меня это прям вот идеально. Ну и как-то визуально мне очень нравится, как все здесь расположено относительно именно нашей квартиры. Какие-то такие приятные, уютные эмоции, в общем, рождаются. Вот так выглядит этаж, когда выходишь из лифта. Как только мы заходим, мы сразу попадаем в гостиную зону. И вот справа у нас находится вот кухня. Она такая небольшая, она отделена. Вот, но, в принципе, мне кажется, что это вполне себе удобно. Хотя мне нравится вариант, когда кухня объединена с гостиной. Вот так это выглядит. Здесь в плане раковин, здесь их почему-то две. Не очень удобно, конечно, в плане того, как расположен кран. Он типа очень низкий, и кастрюли здесь почему-то огромнейшие именно в этом жилье. Вот поэтому мыть их не очень удобно. Вот, а так, в принципе, все остальное в плане пользования достаточно удобно расположено, много пространства. Здесь мы как раз уже расположили всякие специи, которые купили для готовки. Был небольшой как раз набор таких вот чашечек, но мы купили себе побольше, те, которые нам нравятся. Взяли такую желтую серую чашку, они глубже, напоминают как раз те, что у нас были дома. Чайник здесь, я уже показывала, не электрический, он вот такой вот железненький, и почему-то он именно свистит только когда ты нагреваешь на средней комфорке. В остальных случаях он практически не свистит, ты должен сам догадаться о том, что вода закипела. Терка, которую я недавно купила. Мы купили вот такую вот терку, самую обычную терку. Все почему? Потому что мы решили сэкономить до этого и купили вот такую вот за 200 рублей, по-моему, стоила. Я просто в 50% случаях ранюсь об нее. У нее какое-то некачественное вот здесь вот железо, оно очень плохо именно трет. Вот, то есть нужно прилагать прям усилия, чтобы оно проходило. Плюс неудобно, что очень маленькая поверхность. В общем, эта терка оказалась совершенно неудобной, просто невозможно ей пользоваться. Вот, поэтому я радуюсь, что просто появилась обычная терка. Я надеюсь, что с ней таких проблем не будет, но в любом случае мне нравится, что у нее поверхность больше. Вот. Я думаю, что уже хуже, чем вот это, ничего уже не будет. Вот, плюс ее совершенно неудобно мыть, потому что сюда не пролезает рука. Вот там периодически все остается. В общем, без ёршика тоже справиться с ней сложно. Вот, поэтому нет ничего лучше, чем просто обычная квадратная терка. Такой вот холодильник, кофеварка, тостер, микроволновка, но мы ей сейчас не пользуемся, потому что у нас возникла такая ситуация с розеткой. В общем, здесь был какой-то конденсат, был странный звук,
Вот, и теперь у нас, в общем, мы, чтобы как-то не рисковать, в общем, мы решили забить на микроволновку. Вот, мы сообщили об этом хозяйке, но что-то как-то, мне кажется, аргентинцы не очень хотят что-то делать. Вот, главное, что у нас сейчас как раз есть горячая вода, нам наконец-то починили в очередной раз котел, и горячая вода у нас наконец-то есть. Ну, тут какая-то посуда, которая уже тоже входила в аренду. Тут у нас уже полка занята различными крупами. Я сделала небольшие запасы, например, овсянки, потому что был момент, когда ее почему-то не было в магазинах. Тут всякие пакеты под мусор, фольга. Холодильник отлично морозит, и очень классно, что здесь есть прям вот несколько форм для льда. Я как раз сделала заготовки такие вот, типа лед с клубничкой. И сейчас в такую жару это просто прекрасно спасает. Вот вместе с водой просто божественно. Пойдемте дальше. Гостиная зона. Вот такая вот. Здесь как раз работает мой муж, сейчас сидит на диване. Вот так выглядит диван. Мы как раз докупили вот это вот микростолик, чтобы мне тоже было удобно и ставить чашку. И просто сидеть, работать за iPad'ом. Столик в разобранном виде, и только мы стали его собирать. Ну что, нам наконец-то удалось раздобыть, собственно, тот самый столик, который нам приглянулся. Посмотрим, он ли это, потому что в плане цены у нас были сомнения. На сайте была одна цена, в магазине другая, и на кассе оказалась вообще третья. Вот, но вроде как по названию все сходится. Посмотрим сейчас, куда будет муж собирать. Он ли или не он. Вот, но вроде как должен быть. Будет стоять как раз рядом с диваном. Ну что ж, нас не обманули, действительно оказался он. Вот с такой вот бежевой столешницей, белыми ножками. Вот мне приглянулся именно он. Сейчас будем собирать. У этого столика вроде бы деталей всего ничего, и выглядит он как такая легко собираемая мебель из Икеи, но на самом деле все оказалось гораздо сложнее, чем думалось, потому что здесь такие немного убогие крепления на самом деле, вот, и нужна действительно нормальная отвертка, чтобы все это закрутить, а лучше шуруповерт. Вот поэтому мы немного мучились, пока к нам не пришел мастер. Вот с мастером мы его немножко дособрали. Речь шла о мастере, который чинил в очередной раз котел и принес с собой просто-напросто отвертку. В гостиной есть кондиционер, которым мы активно пользуемся и в жару, и в холод. Вечером мне очень нравится, как смотрится вот эта напольная лампа. Там тоже расположен небольшой балкончик, столовая такая зона. Здесь у нас стоял телевизор, но мы его убрали, и я решила сделать эту зону такой, как пеленальный столик. Вот, мне кажется, что тоже должно быть удобно. Потом подсниму вам отдельно, как он выглядит в итоге. Шар, который я с собой привезла. Вот. В принципе, достаточно такая светлая часть. Мне нравится. Как-то вот так вот она выглядит. Дальше у нас как раз находится ванный и туалет. Так вот они выглядят. Они, конечно, такие тесноватые, очень небольшие. Вот, но плюс, что здесь есть ванна. Вот, душ у них как бы зафиксирован. Всем привет. Вот, плюс, что здесь есть большое зеркало, туалет, биде. Ну и дальше идем уже в спальню. Вот, это спальня. Она выглядит такой небольшой, но достаточно уютной. В принципе, с своей функцией она справляется. Мы здесь уже как раз расположили детскую кроватку. Она будет стоять уже потом ближе, естественно, к нашей кровати. Но вот пока что выглядит как-то так. И здесь есть тоже еще один балкончик. Вот он мне нравится больше, потому что он выходит не на другой дом именно, а вот на улицу.
Такой вот вид с балкона. Очень нравится как раз, как цветут вот эти вот деревья с фиолетовыми цветочками. Ну, если обратно возвращаться, то... А так мне нравится, что само жилье такое светлое, что здесь достаточно так уютно. Мы изначально, когда выбирали, специально смотрели, что все было в таких светлых тонах. Классических штор тут нет, а только вот такие рулонные, которые опускаются таким вот движением, не всегда легким. И они, конечно, без эффекта blackout, днем с ними достаточно светло все равно. Не думаю, что у нас получится что-то с этим придумать, поэтому, скорее всего, малышка будет засыпать уж как есть. В плане гардероба здесь вот такие вот большие шкафы. Мы как раз туда смогли спрятать все наши 4 чемодана, чтобы они просто так здесь по квартире не валялись. Вот, все идеально вместилось, то есть очень в этом плане места удобно, что все можно спокойно убрать. Вот эту подушку мы уже докупили. Она мне как раз заменяет подушку для беременных. Вот я сплю с ней. Очень удобно, кстати. Я ее обнимаю прям славненько. Тут у меня стоят вещи для ежедневного использования. Ну и чтобы было тоже легко убираться, я взяла такие вот 2 контейнера и просто поместила именно туда какую-то свою косметику. Вот, потому что здесь каких-то полочек нет. Вот, а именно вот этим ящиком в комоде мне неудобно пользоваться, поэтому я решила выкрутиться вот так. Ну и то, как ближе выглядит вот этот вот столик. Очень удобно им пользоваться, мне прям нравится. Я его пододвигаю поближе к себе. Столик вот этот вот придиванный мы купили как раз в Изе. И, конечно, это не Икея, потому что, ну, как бы, хоть он и собирается легко, но до конца, как бы, идеально собрать мы его не смогли, потому что здесь такие вот железные, как бы, скобы, они, по идее, должны заходить как раз в вот эту вот железку, но все очень туго вставляется, то есть, я не знаю, без дополнительных инструментов это, конечно, собрать нереально, вот, поэтому он такой немного хлипкий в итоге, но, в принципе, со своей задачей справляется. Еще у нас нет домофона, у нас просто как раз звонок внизу, собственно, есть консьерж, который сидит как бы внизу, они периодически сменяются, вот, но в плане звонка нам часто кто-то звонит в дверь, вот, и мы сначала думали, кто это, что это, в общем, мы даже спускались, и оказалось, что здесь местные бомжи, они очень часто ходят, нажимают просто на все кнопки и ждут, когда им кто-то ответит, вот, поэтому сейчас мы уже научены, вот, мы не спускаемся, если это именно один звонок какой-то, мы ждем, когда, ну, как бы человек подтвердит, то есть, когда он жмет именно несколько раз, значит, что, скорее всего, это именно курьер, вот, в общем, что это именно к тебе как раз, а не просто кто-то, так сказать, балуется, вот. Я продолжаю радоваться своему овечьему мобилю, еще когда включаешь вентилятор, они как раз потихоньку двигаются, это очень мило. То, как выглядит собранная кроватка. Ну что, на мой взгляд, она очень мило смотрится здесь в интерьере. Вот эти вот полки, мне кажутся самыми удобными, но они находятся на видном месте, поэтому я старалась их заполнить так, чтобы они как-то нейтрально смотрелись, чтобы сильно не отвлекали глаз и чтобы в общем интерьере вписывались. Вот. Мне очень нравятся эти косметички, которые я заказывала на Вайлдберрисе. Мне кажется, что они мега удобные. Здесь я расположила какие-то такие свои косметички, где там часть косметики. Здесь вот есть аптечка, тоже она здесь у нас находится. В общем, какие-то такие моменты, которые сильно вроде бы не портят визуальный интерьер, но достаточно удобно в плане пользования. И мы сегодня как раз заказали доставку воды, так что теперь у нас еще будет стоять вот такой вот кулер. Пока что мы не придумали, как вообще его загружать, потому что у нас немножко залилось воды. Может быть, нужно будет посмотреть видео где-нибудь в Ютубе. Вот, но пока вот как-то так. Вот в любом случае мы устали ходить постоянно с водой. Вот это будет удобней.
Еще на балкончике есть вот такие горшочки, можно что-нибудь посадить. Мы планировали это сделать, но пока так и не добрались. Посмотрим. Может быть, все-таки это произойдет. Хотя вообще у меня обычно сложно с растениями, они у меня не могут долго жить. Вот, может быть, этот опыт будет более удачным. Вот посмотрим. Надеюсь, что получится. Это полки мужа. Тут совершенно бесполезно разбираться и что-то делать. Вот. Он этим активно пользуется. Здесь у него куча разной фотопленки для камер. Вот, поэтому, в общем, это бесполезное такое дело. Ну, если говорить про какие-то минусы, то, наверное, самым сильным является как раз вот эти наши проблемы с котлом. Но мне кажется, я так понимаю, что, в принципе, для Аргентины это тоже нормально, что периодически в таких вот стареньких квартирах могут быть такие проблемы. Вот. Ну, как бы это, конечно, не точно, но вот это мои какие-то такие предположения. В плане шумоизоляции, то здесь тоже отличная слышимость, то есть все вот эти вот машины, которые здесь курируют, их будет слышно. В принципе, это не раздражает, да, как-то в плане сна, допустим, у меня нет какого-то дискомфорта, вот, но факт такой есть. Ну и плюс за счет этого, да, то есть как бы это все зависит уже от окон. Естественно, если вдруг становится хотя бы немного холоднее, то в доме как будто прохладнее даже, чем на улице, кажется. Поэтому, если вдруг мы будем еще переезжать потом и искать какое-то другое жилье, мы будем учитывать уже эти факты. Хочется все-таки, чтобы было потеплее, потому что если прям прохладно, то, конечно, это сильно напрягает. Что еще из минусов у нас в плане жилья? Я не знаю, обратили внимание вы или нет, у нас здесь есть кондиционер. И в один прекрасный день, когда мы сидели, смотрели как раз сериал, мы услышали некий такой гул. Сначала мы думали, что вообще это такое, что происходит. Думали, может быть, это опять какие-то проблемы с котлом. Но оказалось, что когда кто-то, я так понимаю, что сверху включает как раз кондиционер, у нас вот такая вот вибрация в квартире происходит. И потом еще мы слышим как раз то, как капает сверху вот эта вот жидкость с кондиционера на наш кондиционер. Вот, то есть как бы здесь очевидно, что это функционал кондиционера вот так вот отражается. Тоже есть некий дискомфорт, то есть как будто у тебя разваливается просто-напросто дом. Воспринимается именно так. Ну а так в плане жизни, в принципе, достаточно комфортно. Если на улице тепло, то в доме вообще прекрасно. Можно включить кондиционеры, если вдруг совсем жарко. Плюс вот здесь вот в спальне есть вентилятор, который тоже можно подключить, и будет комфортнее. Вот такой вот вентилятор. У него работает, правда, не все скорости. У него начиная со 2. Вот, поэтому так достаточно неплохо дует. И он реально спасает ночью, когда прям вот очень жарко. Сейчас мы его активно используем, потому что просто по-другому сложно вообще, в принципе, засыпать. Сам кондиционер находится именно в гостиной, и там за счет него прохладно. Но вот именно до спальни, к сожалению, холод не доходит. Ну и, конечно, расположение решает. Мне кажется, что это один из самых огромных плюсов в плане съема жилья. Если вы угадали с районом, это, конечно, сильно скрасит как раз ваше пребывание. Ну или если у вас есть возможность снять что-то такое небольшое, походить по каким-то районам, понять, где вам будет приятнее жить, то обязательно, мне кажется, стоит это сделать. Вот, нам повезло как-то сразу. Плюс я готовилась, как бы, да, то есть я понимала, где я примерно хочу хотя бы, как бы, да, находиться в Буэнос-Айресе. Вот, поэтому в плане выбора жилья я это учитывала. Но, конечно, живьем это все вообще воспринимается иначе. Сейчас, когда ты уже увидел город, то знаешь, где что примерно так, как бы расположено, то именно само как бы осознание того, где именно ты хотел бы, наверное, да, где тебе удобнее и комфортнее было бы находиться,
оно решает. Надеюсь, что вам было интересно посмотреть на то, как мы живем, как мы обустроили свой быт. Обязательно пишите, если у вас есть какие-то вопросы, мы с радостью ответим вместе с мужем. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк этому видео, мне будет приятно, это будет такая поддержка. Ну и увидимся в следующем видео. Всем пока-пока. Ну и немножко ночных огней Буэнос-Айреса.